Биографии героев Инферно. Айден, по происхождению шаман, предложил свои услуги криганам, когда обнаружил в себе темное желание однажды стать правителем своего собственного королевства. Аксис показал врожденные таланты к магии в юном возрасте, что было более странным, чем нормальным, так как демоны редко проявляют талант в чем-либо требующем размышления. Аш получила свое имя во время первого нападения на Эрафию. Ее войско сумело захватить несколько дюжин эльфов и гномов, находящихся в деревянной крепости. Она сотворила всего лишь одно заклинание, и крепость превратилась в кучку пепла. Если Зидар не на поле битвы со своими солдатами, он изучает новые способы увеличить силу своих заклинаний. Хотя он и не величайший из магов, он, конечно, подает гораздо большие надежды, чем кто-либо из ему подобных демонов. Когда дьяволы явились в Эрафию, Игнат понял, что он сможет выжить, только присоединившись к ним. Он сумел их убедить, что может им пригодиться, но продолжает бояться, что однажды они решат, что им больше не нужна его помощь. Калит обладает редкой, но очень полезной способностью определять по запаху скрытые залежи серы. Лорды подземелья не раз обращались к ней, когда собирали серу для своих устрашающих драконов. Несколько лет Калх был любовником Мариус, но вскоре стало ясно, что ей владеет навязчивая идея уничтожить всех дендроидов. Они разошлись, и Калх продолжил свою блестящую военную карьеру. Ксарфакс служил в эрафийской армии, пока не был захвачен в плен во время битвы с криганами в 1162 после безмолвия. Криганы, поняв, какой силой он наделен, перевоспитали Ксарфакса, сделав из него своего верного и могучего последователя. Когда Зенофекс был слаб и Люцифер Криган захватил власть, Ксерон был первым, кто объявил свою преданность узурпатору. Увидев, как щедро был Ксерон вознагражден за поддержку нового короля, остальные герои быстро последовали его примеру. Ксерон любит огонь даже больше, чем можно ожидать от Ифрита. Ксерон обожает все, что связано с огнем или лавой. Мариус несколько лет была подругой Калха. Они разошлись, когда стало ясно, что Калх не разделяет ее генерального плана избавления мира от мерзких добреньких лесных созданий. Нимус отвечала за подготовку адского отродья и порождение зла к нападению на Эрафию. Ее боевое искусство почти привело к полной победе Эофола. Но соглашение между криганами и лордами подземелий положило конец столь удачной кампании. Говорят, что Октавия может выкрасть золото из-под спящего дракона. Похоже, ей придется и впрямь этому научиться, так как она разбрасывает свое состояние направо и налево. Олема всю жизнь провела в Эофоле. Когда же пришли криганы, она вызвалась быть их проводником и до сих пор доказывает свое умение не только вести, но и руководить. Никто не знает настоящего имени Пир, но говорят, что когда-то она была гуманистом. Это идиотский культ, целью которого было изгнание из Эрафии всех ее обитателей, которые не являлись людьми. Только она знает, что побудило ее служить дьяволом Эофола. Рашка – один из сильнейших и ужаснейших ифритов. Его методы командования сосредоточены на устрашении как лучшем способе убеждения. До сих пор это срабатывало. Фиона была цирковой дрессировщицей в Восточной Эрафии перед вторжением дьяволов. Она быстро доказала, что может справиться и с наиболее темпераментными адскими гончими. Ее немедленно взяли в ряды армии Эофола.